Не могу разогнуться, что это со мной? Подагра. Вы проснулись с красным багровым суставом. Человек может быть не виноват. Можно ли холодцом вылечить свои суставы? Да, вы точно моему водку разрешили или он заливает? На улице Подагрика у нас наконец свалился самосвал с пряниками. Здравствуйте, друзья! Вы смотрите программу «На здоровье». Меня зовут Елена Войцеховская, я медицинский журналист. И сегодня здесь, в этой студии, мы будем говорить о том самом прекрасном, точнее ужасном дне, когда, представляете, каждый из нас может проснуться подагриком, человеком с подагрой. Также мы сегодня узнаем, почему людям с подагрой можно есть красное мясо, помидоры, разрешать себе иногда сладкие газированные напитки, потому что сегодня у меня в гостях ревматолог, автор 3 книг о здоровье наших суставов и в целом здоровье всего организма, Елена Выставкина. Доктор, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Рада вас видеть. Ну, давайте определились мы уже с вами с темой. Значит, мы сегодня говорим о подагре, но для начала давайте так. А когда это не подагра? Вот люди многие ходят годами с косточками на ноге, например, и говорят, у меня косточка 100% я подагрик. Так ли это? Не так, и спасибо за этот вопрос. Действительно, много пациентов приходят на прием, говорят, вот подагра. Когда я спрашиваю, это самый первый вопрос, если речь идет о подагре, а был ли когда-нибудь приступ острой боли, то есть когда вчера все в порядке, а одним ужасным утром, вот это как раз визитная карточка подагры, вы проснулись с красным багровым суставом. Нет, они говорят, не было. Вот я похожу больше, болит. В обувь узконосую залезу, в туфельки, да, например, красивые, вот болит, а потом не болит. И вот это не подагра, это остеоартроз, или он сейчас правильно называется остеоартрит большого пальца ноги, мы еще его называем халюкс вальгус. И это не подагра, и, соответственно, мы об этой косточке на пальце поговорим не сегодня. Когда это еще не подагра? Бывает, что острый артрит, тоже с красным горячим суставом, но это не подагра, а, например, инфекционный артрит. Да, реактивный артрит, например, реакция сустава на инфекцию. Вот мы поехали на море, август-сентябрь, кишечная инфекция там прямо ждет нас. Это бархатный сезон. И через 4-6 недель после кишечной инфекции тоже может воспалиться, припухнуть, заболеть какой-то палец. Но мы, опять же, какой второй вопрос задаем пациенту. А что было накануне? Какие приключения со здоровьем? Может быть, ангина, то есть это не обязательно кишечная инфекция, или какая-то там инфекционная история, и тогда мы тоже связываем их. Третий момент, когда это может быть не подагра. Когда в анализе кто-то сдал и увидел высокую мочевую кислоту, и у него побаливают суставы параллельно с этим. И очень часто какой-то любой артрит, вот любой плюс повышение мочевой кислоты, тут же говорят подагра. И тут мы должны сказать, что не каждое повышение мочевой кислоты равно подагрический острый артрит. И опять же я буду спрашивать, а какие суставы болят? И если это больше 2 суставов, и у человека утренняя скованность больше часа, я скажу, нет, не подагра, ищем дальше. Друзья, на самом деле, безусловно, это неприятно, это страшно, и подагра, и артрит. И прямо сейчас я призываю вас подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео для того, чтобы не пропустить следующие другие, и написать в комментарии. Возможно, действительно вас тема реактивного артрита, например, больше беспокоит, да, но сегодня мы говорим о подагре. Елена, и вы как раз сказали об утренней скованности суставов, да, вот в тот момент, когда человек просыпается, не могу разогнуться, что это со мной? Не подагра? Не подагра. Артрит. Особенно если это больше получаса длится. Значит, смотрите, и подагра – это артрит. Да, подагрический артрит. То есть мы пишем диагноз подагра, подагрический артрит. Артрит само по себе, давайте вот мы уйдем в азбуку немножечко, это воспаление в суставе. Да, дословно артр, ит воспаление, артр сустав. Соответственно, любая боль и припухание сустава – это артрит. Но какой, мы выясняем. Подагрический, вот мы о нем сегодня. Острый, вот такой пожароопасный. А аутоиммунные артриты, например, ревматоидный артрит, вот это со скованностью.
больше получаса, и это не обязательно рука, это может быть все тело, все суставы. Мои пациенты называют это железный дровосек, у которого не смазаны суставы, вот, да, масленка потерялась, дождь прошел, вот, и больше получаса утренняя скованность – это повод дойти до ревматолога и определиться, какой именно у тебя артрит, но не подагрический. Отлично. Почему человек должен знать, какой именно у него артрит? Но они лечатся по-разному, тут все просто, потому что есть, конечно, первая помощь, то есть болит сустав здесь и сейчас, можно и нужно выпить обезболивающий препарат, потому что он не только обезболивающий, он противовоспалительный, и он снимает боль, ну, уже по ходу дела, потому что снимает воспаление. Но дальше уже специфическая терапия, которая назначается врачом в зависимости от диагноза. Это ревматоидный, реактивный, подагрический, и их еще пару десятков. Угу, прекрасно, хорошо, что мы сегодня один только артрит выбрали, друзья. Итак, хорошо, манифестация, начало этой болезни. Мы поняли, что это всегда яркое проявление. Человек проснулся с утра, какой-то один сустав поражен. Как правило, как происходит? Да, просыпается человек, чаще всего это большой палец ноги, но не обязательно. Это может быть и коленка одна, локоть один, кисть целиком, такая кисть-подушка мы ее называем. И вчера было все хорошо, здоровый человек, а тут красный, иногда прям багровый или синюшный, припухший сустав один. Такой настолько, что простыней больно коснуться. То есть они говорят, я вот просто жить не могу. Эти люди, если это стопа, приходят на прием на одной ноге обувь, а на другой бахил, если это, да, зима, или носочек, может быть разношенный тапок, или просто вот босиком вот чем-то там пакетик завернуто. Вот ты уже прям с порога говоришь, похоже на подагрический артрит, сейчас покопаем в этом направлении. Что может спровоцировать такой яркий, острый приступ? Может, нам просто себя каким-то образом ограничить от всех этих действий и, собственно, жить, не страдать-то подагрой? Вы в корень смотрите. На самом деле провоцирует высокий уровень мочевой кислоты. И если она выше 360 единиц, то спровоцировать может все что угодно. Пищевое или алкогольное прегрешение, сверхнагрузка, переохлаждение или наоборот банька, то есть да, тепловая штука, потому что воспаление – это отек, а жидкость при нагревании у нас расширяется, зона отека увеличивается. Поэтому повышение мочевой кислоты и любой фактор внешний, он просто вот этот камешек с горы покатит и приступ начнется. Но получается изначально из-за мочевой кислоты это все происходит. Да. А как человек может спровоцировать повышение этого уровня мочевой кислоты? Хороший вопрос. Человек может быть не виноват. Чаще всего первичная подагра обусловлена генетикой, и у будущего пациента уже врожденно есть дефицит фермента, который эту мочевую кислоту должен выгонять из организма. А он не выгоняет или выгоняет недостаточно. И вот в зависимости от того, насколько большой дефицит этого фермента, начнется подагра в 20 лет, она молодеет, есть и 20-летние подагрики, или, например, в 45-55, попозже. И плюс еще второй есть момент рукотворный, когда, я не люблю виноват, да, пациент, но тем не менее может спровоцировать, когда человек сидит на кето-диетах, избыток белка. Мочевая кислота – это обломок, собственно, молекулы белка, там, сопутствующая, скажем так. Или ест протеинчики, белковые коктейли, вот мальчишки, которые любят качаться. И там большие последствия, и острый подагрический приступ может случиться, и даже острая почечная недостаточность, но тоже мы не об этом сегодня. И, собственно, нарушение функции почек, когда почка не врожденна, а вот почему-то плохо работает у диабетика, у гипертоника. И она не успевает выполнять свою функцию и медленнее ту же самую мочевую кислоту выводит. Друзья мои, на самом деле есть мнение, что белковые диеты – это то, что быстро и эффективно поможет сбросить вам вес. На самом деле это очень опасно. Если у вас есть проблемы с лишним весом, и вы до сих пор не знаете, как ее решить, переходите в подвал по ссылке, смотрите наш выпуск с Региной Доктор. Мы записывали эту программу, где она четко, понятно и просто рассказала, что нужно сделать уже сегодня для того, чтобы завтра начать сбрасывать от 3 до 5 килограммов в неделю. Хорошо, Елена, поехали дальше. Тогда раньше называли подагра болезнь королей. Да. Сегодня вообще вы сталкиваетесь с таким четким убеждением, это действительно так? Или уже современные ревматологи опровергли эту историю? Скажем так, подагра болезнь не только королей. Вообще подагра – это болезнь умных людей, потому что у мочевой кислоты помимо вот таких неприятностей есть один бонус. Она увеличивает активность мозга. Ее действие на мозг подобно кофеину.
И на самом деле классический подагрик, вот тот первичный, у которого генетика есть, это обычно очень умные, харизматичные начальники. Вот такие вот очень умные, классные люди. Да, есть женщины тоже, которые болеют подагрой, это всего 5-10% от общей массы. И чаще всего, кстати, женщины болеют подагрой вторичной, когда почки почему-то не так работают. Но вот в классике это так. И, собственно, да, можно... Удивительно, да, слушайте, да, вот это вот так. факт. Это правда, знаю нескольких подагриков. Ну, на самом деле, да, вот на самом деле самые позитивные люди на приеме, но и те, которые больше всего с тобой торгуются о еде, потому что подагрики еще любят поесть. И еще Гиппократ, если я не ошибаюсь, Гиппократ говорил, подагрик не лыс и не евнух. То есть это такие тестостеронистые, очень приятные мужчины. Прекрасно, тогда давайте мы уже чуть-чуть видим портрет вот этого нашего подагрика. Это значит взрослый, тестостеронистый чаще всего мужчина с одним бахилом на пальчике. Да. Что еще входит вот в это описание? Ну, собственно, подагра стала, во-первых, молодей. То есть, если раньше, когда я училась, 20-25 лет назад, нам говорили, подагра – это 40-55 лет дебют, сейчас мы видим подагру и в 20 и 25. И, опять же, девочки начинают все больше и чаще болеть. Но в целом подагрой может заболеть тот, у кого в семье уже были подагрики. Папа, дедушка чаще всего, да. Но, как правило, да, это мужчина средних лет, да, достаточно высокого интеллекта, вот, и который любит поесть и выпить. Хорошо, тема еды и алкоголя у нас с вами, друзья, останется под финал. Именно оттуда вы узнаете то, что не знают, возможно, ваши ревматологи пока еще, потому что новости новые и актуальные. Елена, поехали дальше. Приходит человек на прием. Что теперь? С этой болезнью до конца жизни жить? Что дальше происходит? Да, вы видите, что это подагра. Итак, подагра действительно хроническое заболевание. То есть раз появившись, к сожалению, оно будет с вами вот где-то за плечом или скорее за большим пальцем ноги, притаиться и ждать, когда снова обострится. Но мы можем подагру загнать в угол, когда она не будет давать приступов и не будет, собственно, болеть ни один из суставов. И, собственно, задача номер один на приеме, на первом, когда пациент в бахиле пришел, это снять приступ. Да? То есть потом мы говорим уже о плановом лечении, здесь и сейчас нам нужно, чтобы не болело. И поверьте мне, пациент тоже думает об этом в первую очередь. И, собственно, мы снимаем приступ. Есть 3 способа. Это колхицин, препарат, который придуман еще, опять же, древними врачами, и мы до сих пор им пользуемся. Это специфический препарат для погашения приступа. Опять же, за схемой к лечащему ревматологу, но, тем не менее, очень хорошо снимает. Второе – это большая группа нестероидных, то есть не гормональных противовоспалительных препаратов. И здесь все их знают, в аптечке есть ибупрофен, нимесулид, диклофенак и так далее. Опять же, их 28 разных групп. И все-таки обсудить лучше с доктором, какой из них выбрать, в зависимости от того, есть ли сопутствующая сердечно-сосудистая какая-то проблема, да, давление, или с почками, или с желудком, например, там язва желудка, тут мы выбираем. Но опять же, первые 2-3 дня до приема можно выбрать любое, там уже обсуждаем. И третье, это уже тяжелая артиллерия, я ее очень не люблю. Это гормональные противовоспалительные препараты, глюкокортикостероиды, там преднизолон, метилпреднизолон и иже с ними. И опять же, если получается без них первыми 2, это более безопасно. А вот расскажите-ка мне, пожалуйста, почему вы не любите гормональные препараты? Потому что я знаю, что наши зрители, если вы, кстати, тоже не любите гормональные препараты, и у вас есть вопросы относительно того, что они могут спровоцировать с вашим организмом, прямо сейчас пишите в комментариях, мы обязательно ответим. А почему ревматологи не любят гормоны? Расскажите. Ну, в этом случае не любят. Ну, напомню, да, портрет подагрика – это тот самый, обычно плотненький, любящий поесть мужчина. И очень часто у подагриков уже есть гипертония, повышение давления, лишний вес. А гормоны у нас еще увеличивают аппетит, повышают глюкозу, могут повышать давление за счет затяжки жидкости. И мы вот эти сопутствующие заболевания немножечко, скажем так, да, стимулируем. Плюс еще такой момент. Гормоны дают классный быстрый эффект. Это завораживает пациентов, и они на них подсаживаются. То есть если раз в жизни там был укол, да, либо там таблетка, это ничего страшного. Но, к сожалению, приходят пациенты, которые потом сидят на таблеточках постоянно, чего не нужно при подагре, опять же, если мы
поговорим о плановом лечении, когда у нас мочевая кислота в порядке. Окей, предположим, приступ мы сняли, да, вместе с грамотным специалистом, без гормонов. Да. Что по-хорошему должен сделать доктор вместе с пациентом дальше? Вот мы приступаем к самому главному и интересному. Межприступное лечение, которое как раз может привести к тому, что приступов не будет вообще. То есть те люди, которые играют по правилам, о которых я расскажу, не посещают ревматолога вовсе. Да, у них есть подагра, но нет приступов. И, собственно, подагра – это болезнь математическая. Нам нужно привести мочевую кислоту к целевому уровню. Это к какому? 360 единичек. Есть исключение, если у нас уже есть камни в почках, а при подагре мочевая кислота может откладываться в почках красивыми коралловидными камнями, которые, опять же, не выйти, если они выходят, это острая почечная колика. И если есть камешки в почках, тогда не 360, а 300 мы снижаем ниже. И у нас есть две группы препаратов, которые снижают мочевую кислоту. Это аллопуринол, он же милурид, собственно, больше нет аналогов. И либо фибуксостат, и вот там аналогов много, там подагрель, аденурик. С чего начинать, опять же, лучше посоветоваться с доктором. От чего зависит все-таки эта опять история? же, как правило, так исторически сложилось. Первая линия терапии все-таки аллопуринол. Плюс когда-то нас напугали, что у фибуксостата есть сердечно-сосудистые осложнения. Потом это опровергли, но до сих пор некоторая настороженность, вот так опять же исторически сложившаяся, есть. Плюс опять же эффективность. Потому что аллопуринол, его доза рабочая в среднем от 100 мг до 900. Да. Очень часто пациенты останавливаются на дозе 100, им уже и 200 кажется, что много, и не достигается тот самый целевой уровень, приступы продолжаются, и они говорят, не работает. Ну вот кому психологически сложно, или кто-то любит фибуксостат, он подороже. Подороже значит получше, говорят мне пациенты. Если пациент настроен, окей, пусть это будет фибуксостат. Самое главное, чтобы терапия была постоянная. Вот здесь мы вспоминаем о том, что подагра – хроническое заболевание, и эти таблеточки в каких-то дозах, опять же, подобранных, мы принимаем длительно. Длительно это сколько? Пожизненно. Пожизненно. Столько, сколько мы не хотим, чтобы был приступ. Ага, а в той дозировке, которую, соответственно, назначил врач. Да, но тут еще важно, что эта дозировка может меняться. То есть вначале она может быть больше. Мы вспоминаем, нам нужно проверять, мы достигли целевого уровня или нет. Первый раз мы назначаем на 3 месяца, но это не значит, что 3 месяца спустя человек бросил препараты, забыл о нас до следующего приступа. Через 3 месяца на фоне терапии пациент сдает анализы, мы смотрим, мочевая кислота сколько? 430. Многовато, мы дозу подкручиваем вверх. Вот здесь как тумблер радио, мы ищем нужную волну. Или, например, ой, мочевая кислота 270, а у нас целевая 360. Давай-ка, дружочек, снизим дозу. В чем же сложность тогда, я не понимаю. Вроде бы вот все математически действительно просто. Пришел человек, нам нужно достигнуть определенных показателей. Вот тебе терапия, через 3 месяца сдаешь, вот и, пожалуйста, пожизненно принимай. Почему не работает эта история с пациентами? Спасибо. На самом деле зрите в корень, и тут причин несколько. Во-первых, ревматология в целом, да, наука об артритах – это золушка в мире медицины. Вообще мало кто знает, что есть такие ревматологи, и артриты вообще разные, что такое артрит. И часто пациенты не доходят до ревматолога, они просто снимают приступы, они не пьют терапию, либо пьют вот от времени, то есть назначили на 3 месяца, 3 месяца попил, а через 3 месяца не пришел дальше за коррекцией терапии. Вот так, да. Либо второй момент, есть предубеждение, ну как-то я буду таблетки пить всю жизнь, ну это ж химия. А вот там говорят, что есть диета, и если ты держишь диету, то будет все хорошо. Очень часто пациенты пытаются не химией, хотя все вокруг нас химия, да, ребят, давайте, да, а какими-нибудь супербадами. Откройте любой маркетплейс, вы увидите от подагры, там травки, грибы, чуть ли там не микродозинг, вообще все что угодно. Либо жесткими диетами. А здесь обратная ситуация, например, голодание и жесткая диета с дефицитом калорий тоже может повышать мочевую кислоту. Когда не хватает белка извне, организму нужна энергия, он начинает, собственно, разрушать что? Собственные мышцы, тот же белок. И мочевая кислота при голодании иногда вырастает в 1,5 раза. Вот смотрите, есть люди, которые определенное количество времени в году, дней держат, предположим, там пост, да, или, они вынуждены вот в этом состоянии находиться. В этом случае, если человек уже с диагнозом подагра, врачи могут каким-то образом скорректировать терапию так, чтобы приступ не случился? Да, в любом случае есть
коррекция дозы тех самых двух групп препаратов аллопуринол и фибуксостат. Ну и пост на самом деле, там же нет жуткой голодовки. Обратите внимание, там всегда есть источники растительного белка, тот же бобовые, да, там есть углеводы, там те же каши, пожалуйста, правильные. То есть там нет каких-то вот нелогичностей на самом деле, поэтому пост нам вообще не помеха. И более того, некоторые пациенты в пост чувствуют себя лучше, опять же, если они не геройствуют и не берут какой-то крайний вариант. Терапия в любом случае меняется в зависимости от уровня мочевой кислоты. Мы потом не так часто уже контролируем, мы пристрелялись, тумблер уже знаем, насколько увеличить. Или как мои пациенты любят говорить, согрешил, покайся. То есть если действительно было какое-то прегрешение в диете, мы сейчас об этом поговорим, они сами иногда самостоятельно, уже без меня, ревматолога, дозу там чуть-чуть увеличили. Я знаю, мочевая кислота снизится. Более того, есть тест полоски, как дома можно проверить глюкозу, можно проверить и мочевую кислоту. Единственное, что стоит проверить, насколько они откалиброваны, например, сдать сегодня тест-полоску и в лаборатории. И так пару-тройку раз посмотреть, вот насколько. Слушайте, прекрасный метод самодиагностики на самом деле, но, безусловно, друзья, если вы на связи со своим лечащим врачом, а это также важно, как и контролировать уровень своего артериального давления тем людям, у которых есть проблемы с этим. У нас, кстати, на канале был недавно выпуск с доктором Утиным, мы говорили об этих проблемах, о статинах, об их вреде, поэтому, кто не смотрел, пожалуйста, в подвальчик по ссылке и возвращайтесь. Не забудьте поставить лайк нашему видео, потому что мы с Еленой старались и долго для вас готовились. Моя любимая тема. Давайте говорить о еде. Давайте. Потому что, значит, человек с подагрой смотрит на помидоры и плачет. На красное мясо смотреть он не может, потому что он просто начинает рыдать. Шашлыки нельзя. Я знаю, что вы сегодня к нам с хорошей новостью. С сегодняшнего дня это не так. Рассказывайте. Ну, даже не с сегодняшнего дня, а чуть раньше. Действительно, на улице подагриков у нас наконец свалился самосвал с пряниками, как я это называю. Если раньше во время приема все доходило, ну, практически до драки, когда ты начинаешь давать листочек и говорить, да, красное мясо нет, насыщенные бульоны нет и так далее, там списочек был большой, то сейчас, скажем так, новые рекомендации по питанию очень обрадуют всех подагриков. Ребят, слушайте внимательно. Если у нас достигнут целевой уровень мочевой кислоты, вот тот самый 360 и ниже или 300 и ниже, можно есть практически все. Но тут многоточие, да, не точка, конечно, потому что я чувствую, как все сейчас кинутся к холодильнику. Главное, не выключайте. Да, не переключайтесь. Тут самое главное в чем? Мы открываем такую вкусную, красивую, разнообразную средиземноморскую диету. И вот помните, если раньше были диеты по Певзнеру, значит, диета 6 – это подагра, значит, какая-то еще с номером – это от диабета, это от гипертонии. Бедные пациенты обкладывались ею, пытались найти, что можно во всех трех, а там пересечений было мало. Вот средиземноморская диета отвечает интересам всех систем в организме. И кардиолог ее назначит своему пациенту, и нефролог, и ревматолог диетолог. Тоже. Диетолог, кстати, да? Правда же у вас, мне кажется, была об этом передача. И там есть рекомендательные пункты, которые говорят, да, красное мясо, вот, пожалуйста, да, стоит ограничить. Вот у нас, собственно, да, будет картинка. Да. Вот овощи, пожалуйста, вот такие вот, это больше. Злаки, каши, пожалуйста, они вообще там внизу. И двигательная активность. То есть надо обращать внимание, что в основе этой пирамидки. Понятное дело, что мы не будем заставлять двигательной активностью заниматься человека в приступе, в бахиле, да, с красным горячим суставом. Но как только приступ прошел, пожалуйста, возвращайтесь, у кого это плавание, у кого это там пешие прогулки. Вот, поэтому по диете действительно хорошая новость. Я возвращаюсь к тому пункту, да, что может провоцировать приступ подагры. Вот если мочевая кислота выше 360 у подагрика, спровоцировать приступ может все что угодно. Даже огурец, да, соленый? Да, неважно, что вы там съели. На самом деле вот этот список можете туда вписывать все, что хотите. Если целевой уровень ниже 360, мы питаемся умеренно, но любыми продуктами, отслеживая мочевую кислоту, как правило, приступа не случается. По секрету скажу, друзья, что не только ревматологи и кардиологи, но также врачи-онкологи нам говорят о том, что красное мясо не чаще одного раза в неделю, пожалуйста, употребляйте без корочки, только очень вас прошу, не зажаривайте его. Елена, кофе.
Кофе и подагра. Вот здесь больной вопрос, потому что люди расстраиваются многие из-за того, что кофе ревматологи отменяют. Что скажете вы? Я сегодня чувствую себя прекрасной феей. Я все разрешаю, правда, и кофе, и чай. Причем все можно. Вопрос в другом, опять же, количество и уровень мочевой кислоты, которая есть. Если она выше 360, все что угодно может обострить подагру. Нет ограничений. Все эти ограничения идут из 18-19 века, 20-го где-то, да, когда пытались еще без терапии, снижающей мочевой кислоты, вот понять, а это провоцирует, а это есть. Оттуда же, кстати, запрет на малину, да, тоже которого сейчас нет. Вот, поэтому можно кофе, пожалуйста. Значит, что мы должны понимать, что достигнув целевого уровня мочевой кислоты, вы, соблюдая диету, да, и, может быть, даже иногда позволяя себе по праздникам, но ВОЗ нам сказал, что безопасной дозы алкоголя не существует, маленький дисклеймер, мы можем чувствовать себя полноценными людьми. Почему бы, собственно, и нет? Но вопрос тогда такой: человек на пожизненной терапии. Да. Эта терапия каким-то образом спорит с той, которую нам кардиолог назначил? Нет, абсолютно нет. Более того, они помогают друг другу. Препараты, снижающие холестерин и мочевую кислоту, они могут даже немножечко улучшать действие друг друга. Так, Да. интересно. И более того, если у пациента нет приступа подагры, он не принимает противовоспалительные препараты, не будет скачков давления, потому что противовоспалительные препараты могут. Более того, если пациент держит давление в целевых цифрах, да, тут кардиологи уже, думаю, рассказали, то у него будет меньше вероятности приступа подагры. Почему? Почкам легче работать. Почки при ненормальных цифрах давления работают хуже. Мы, собственно, чаще всего, вот пациент приходит, ты видишь там повышение, не знаю, мочевины, креатинина. Ты еще ничего не знаешь о пациенте, но ты спрашиваешь, нет ли диабета и знаете ли вы свои цифры давления. Поэтому мы с кардиологами очень дружим, и вот здесь сплетены как косичка. Раньше это называлось метаболический синдром, когда у одного человека лишний вес, давление, вот, собственно, подагра, туда же повышение холестерина. Насколько сейчас знаю, термин убрали, сказали, не актуален, хотя он вот отражал то, что мы действительно смотрим на человека в целом, мы не говорим, так, артрит лечим, остальное там гуляй конем. Нет, мы помним, и мы никак не идем вразрез. Вот это вообще любимая поляна наших зрителей, поле для разговора. У кого уже есть комментарий по поводу того, что статины безопасные, пожалуйста, пишите в комментариях, мы очень ждем их. Давайте так, мы только что сказали о том, что нет безопасных БАДов, что грибы, которые продают на маркетплейсах, там микродозинки и таблетки для подагриков, это все вредно, а вот таблетки это полезно. Это как? Расскажу. Значит, когда вы покупаете чудо-БАД, чаще всего там написано: противопоказаний нет, побочных эффектов нет. Слово «нет», потому что их никто и не изучал. И вот мы сейчас, к сожалению, по пациентам, которые попали в реанимацию с печёночной недостаточностью, с острой почечной недостаточностью на гемодиализе, мы понимаем, какие побочные действия, но мы-то вписать не можем, не мы эти БАДы, так сказать, да, производим. Что касается таблеток, когда вы открываете любую инструкцию, там вот эта простыня мелким шрифтом, Да. и как мне говорил мой свекр, и летальный исход, Елена, ты мне назначила таблетки, а там написано. Так вот, мы все знаем практически об этих таблетках. Были испытания, да, сначала на мышках, потом клинические на людях, да, в свое время, и уже прошло несколько десятилетий, уже выросли внуки пациентов, которые принимали эти таблетки, и мы понимаем, что может быть и что мы с этим можем сделать. Именно поэтому пациент не прощается навсегда с ревматологом, а ревматолог говорит: в следующий раз придите, я посмотрю на вас и на возможные побочные эффекты. Даже если мы это не проговариваем, мы всегда смотрим и говорим: вот за этими показателями следим. Вот обратите внимание вот на это. Поэтому здесь мы больше знаем с таблетками, и мы руководим ситуацией, в отличие от эффекта сюрприза с чудо-БАДами. Да, безусловно. Спасибо большое за этот понятный комментарий. И, друзья, мы, конечно же, не призываем вас назначать себе препараты самостоятельно. Но мы-то знаем, что наши люди любят самодиагностику. И раз уж мы с вами в начале разговора поговорили о том, когда это не подагра, давайте расскажем о самых ключевых, ярких и основных признаках подагрического артрита. Отлично, давайте. Во-первых, это моноартрит, то есть, как правило, это один сустав. Может быть и не так, но мы сейчас скажем, я набросаю количество признаков, мы должны набрать 6 из них. Отлично. Да, это большой палец стопы, может быть, опять же, когда он один. Угу. Это острое начало приступа.
То есть, да, когда вчера все в Ужасное порядке, утро. а сегодня, да, то самое ужасное утро. Это подозрение на тофусы. А вот тут интересно, мы о них не говорили. Мочевая кислота, помимо того, что лишнее ищет место в суставах, в почках, да, коралловидные камни, может откладываться под кожей. И если пациент болеет давно, то есть это не дебют, как правило, мы можем увидеть на ушках, на локоточках, на разгибательной поверхности кисти вот такие мягкие беленькие узелочки. Да. Если вдруг пациент поковыряет и вскроет, этого делать не надо, ребят. Ну, если вдруг у нас же ручки, да, оттуда выходит что-то подобное белой зубной пасте. То есть это та самая мочевая кислота в кристаллах. Да? Вот подозрение на эти тофусы, тоже один из признаков. Повышение мочевой кислоты. Но опять же напомню, не каждое повышение равно подагре. Для повышения мочевой кислоты без подагры есть даже название гиперурикемия, то есть повышение мочевой кислоты. Между прочим, еще хочу сказать, при приступе подагрическом, вот прямо когда сустав красный, горячий, мы в бахиле, мочевая кислота может быть ниже нормы, мы ее можем не застать. Организм у нас очень умненький, и во время приступа подагры он увеличивает экскрецию, то есть выделение почками мочевой кислоты. Он балласт сбрасывает быстренько, помочь, значит, хозяину организму. То есть это один из признаков, напоминаю, нам надо набрать 6. Это классические изменения на рентгене. Я их называю, вот пуля пролетела и ага. Называется киста субхондральная, то есть это прям такая дырочка в косточке, как правило, с ободочком. Но здесь самостоятельно мы не заметим, конечно. Да, собственно, ну вот это самые частые. Это, напоминаю, любой моноартрит, то есть это не обязательно большой палец ноги, может быть, это будет локоть. Ну вот, пожалуй, это самые такие яркие. Мы понимаем, что классический портрет подагрика – это умный мужчина, да, взрослый чаще всего, который любит покушать. И сегодня врач-ревматолог ему разрешил, соответственно, и красное мясо, и помидорчики, и все вот это вот вкусненькое. Но иногда с пометкой на то, что постоянно терапия присутствует в жизни этого человека. Елена, а я все-таки хочу, знаете, вот о самом устойчивом мифе с вами поговорить. Вот лучшее блюдо для здоровья наших суставов – это что? Это холодец. Можно ли холодцом вылечить свои суставы? Уже скажите мне, пожалуйста, наконец-то. К сожалению, нет. Вот здесь я не добрая фея, тут я не разрешу. Более того, холодец у пациента с подагрой может спровоцировать приступ. Особенно если пациент еще не знает, что у него подагра, и первый приступ, вот он впереди. Почему? Опять же, напомню, мочевая кислота – это обломок белка. В холодце это выварка белковая, за счет чего он, да, у нас вот так стоит замечательно. Как, кстати, и хаш, и уха, это то же самое, да. И у меня есть замечательная история в книге «Ревматология по косточкам» у профессора, можно прям картиночку показать. Да, вот конечно. Тот самый умный, да, мужчина средних лет, у которого заболел суставчик, и жена решила его, сейчас я положу, полечить холодцом для сустава. И он Это реальная история, основанная на реальных событиях? Абсолютно, это реальный пациент. Вот, собственно, да, заботливая супруга, они вместе больше 30 лет, наварила холодца, и там в час по чайной ложке или какая-то у них была схема для суставов лечила. И подагрический приступ у профессора под Новый год разгорался все больше и больше. И вместо новогодней ночи они созванивались с доктором, вот, собственно, со мной, да, и мы как-то пытались вообще профессору помочь. Отлично, давайте тогда, раз уж в эту тему, 3 продукта, которые могут спровоцировать подагрический приступ. Ну вот давайте холодец, хаш, уха давайте в одно, вот заливное вот такое. Второе, ну, алкоголь. Какой-то конкретный алкоголь? Ну, вообще, больше всего давайте так, шампанское, пиво, вот да, вот так. Вот меньше, кстати, белое сухое вино и водочка. И вот тут, как правило, если я это пациенту проговариваю, он приходит домой, рассказывает кому? Ну, жене. Жена Который приходит или варит. звонит, или пишет мне, говорит, а вы точно моему водку разрешили? Или он заливает? Да. Ну вот, собственно, алкоголь. И третье, это все-таки сладкая газировка. Вот там обилие сахара, да, который, собственно, может тоже превращаться в мочевую кислоту и давать приступ. То есть если это домашний лимонад, на здоровье, а если это те самые шипучие продающиеся напитки, где там, да, огромное количество глюкозы, вот это нет. Это быстрый способ себе поднять не только глюкозу, но и мочевую кислоту. Да, друзья, по поводу алкоголя у нас тоже, кстати говоря, был хороший выпуск с наркологом Алексеем Казанцевым. Кто еще не видел, посмотрите, очень много полезных советов и для жен в том числе. Хорошо, 3 продукта запретили. Давайте тогда расскажем 3 любимых продукта врача-ревматолога. У вас есть любимые продукты, которые вот вы на стол каждому пациенту своему поставили бы?
Хороший вопрос. Ну, давайте подумаем. Первое, наверное, все-таки каши, злаки, то есть длительные углеводы, которые не дадут свалиться в голод. Это первое. Какая-то конкретная каша, вообще там любая. гречка, овсянка? Ребят, любая, пожалуйста, просто чтобы она была, потому что почему-то откуда-то у нас тоже полезли аутоиммунные протоколы, да, для лечения суставов, и якобы там и каши все, и посленовые, в общем, не надо ничего запрещать. Тут я снова добрая фея, я опять, да, добрый полицейский. Второе – это, пожалуйста, овощи. И вот тут не фрукты, где много фруктозы, и она тоже может повышать мочевую кислоту, а вот все-таки овощи. Вот с овощами давайте разберемся, что с помидорами в итоге. Я вот видела недавно зеленые помидоры, черри такие маленькие. Разрешаем их подагриком? Но это усложнение ситуации. То есть на самом деле при нормальном уровне мочевой кислоты ешьте любые помидоры. Да, пожалуйста. Опять же, есть такое понятие, как индивидуальная непереносимость. Не из-за подагры. Ну вот человек знает, что я вот это съел, и мне будет плохо. Тут сюда я, ребят, не лезу, потому что я жду в комментариях, сейчас напишут, а у меня, и у меня за 18 лет было 2 подагрика, которые на помидоры обострялись. И один даже так себе выписку сорвал, он не хотел домой, потому что они с женой поругались. И он с вечера наярил, ну там было 6 помидоров, мне сдали его соседи, многоместная палата, это, конечно, классно. Вот, есть такое, но это не общее правило. И, естественно, любой человек может себе выстроить, есть такое понятие дневник питания, не надо все записывать. Но если мы понимаем, что раз от раза вот конкретно на помидоры плохо, опять же, можно поторговаться с организмом и выявить безопасную дозировку. 1 помидор нормально, а 3 уже там, да, суставчик побаливает. Отлично, поговорили, значит, мы про холодец, а давайте-ка мы расскажем людям про коллаген, который люди любят покупать в аптеках для того, чтобы суставы были здоровыми. А получается все наоборот? Да, ну вот опять же, сейчас я жду, что производители коллагена встретят меня у заднего хода и не дадут прохода. Мы очень аккуратно вас выведем из нашего здания. Значит, не имеет отношения коллаген к здоровью суставов ни при каких ситуациях. То есть ни подагрический артрит, ни тот самый артроз, да, возрастной, который называют сейчас остеоартритом, я все время буду оговариваться, потому что, да, поменяли немножко название. А коллаген – это крупная молекула. Она в кишечнике все равно дробится на мелкие аминокислоты, которые уже не несут чудесной функции коллагена. И, собственно, как если бы вы съели кусочек мяска, да, точно так же и коллаген, пожалуйста, он зайдет и встроится туда, куда нужно организму. Это первый момент. Да, сейчас пытаются придумать интересные там формы коллагена, которые как-то должны обманывать иммунную систему, но пока это вот эксперименты. Пока эксперименты, мы все ждем, производители тоже очень хотят что-то вот получить, но пока коллаген к суставам не имеет никакого отношения вообще, не тратьте ваши денежки. Так, отлично, Елена. Ну и на финальчик давайте орг-вопросы обсудим. Потому что мы все уже привыкли, что и терапевт, и кардиолог, и эндокринолог, и даже хирург есть у нас в поликлинике и в больнице. А где найти ревматолога? Отличный вопрос. Ну, во-первых, все больше поликлиник уже обзаводятся узкими специалистами, нас становится все больше. Медленно, конечно, да, но тем не менее. И опять же, где конкретно вам найти, все просто. Вы приходите к своему терапевту, и если специалиста нет в поликлинике, обычно терапевт говорит, ближайший ревматолог мы направляем вот сюда. Понятное дело, что если там, не знаю, длительная очередь ожидания, можно, у нас есть много, да, собирательных сайтов, где мы пишем «ревматолог» и свой город, и, пожалуйста, мы можем найти варианты. То есть ревматологи сейчас стали доступнее. То есть, не знаю, можно ли привести статистику по Ростовской области. У нас 4,5 миллиона населения примерно. У нас сейчас 40 ревматологов, по-моему, с маленьким хвостиком. И это в 4 раза больше, чем было, например, 15 лет назад. Почему по Ростовской области, друзья, мы приводим статистику? Потому что Елена Выставкина, врач-ревматолог, именно из Ростова-на-Дону. Ну, я думаю, вы разрешите оставить ссылку на ваш телеграм-канал. Я знаю, что он у вас есть, и вы активно там рассказываете о всех новостях ревматологии. Друзья мои, ну что мы поняли сегодня? Мы поняли, что ревматолог – это не та редкая птица, которая была ранее. Мы поняли, что подагру можно контролировать, можно жить, да, с этим хроническим заболеванием, но без этих приступов, и что в целом жизнь у подагриков-то наладилась с сегодняшнего дня. Так что контролируйте уровень своей мочевой кислоты, будьте на связи со своим лечащим доктором, ну и не забывайте подписываться на наш канал и оставлять комментарии. Доктор, моя благодарность за эту беседу. Спасибо, что доехали до нас. Спасибо, что пригласили. Оставайтесь с нами и будьте здоровы, друзья. Увидимся. Пока.